девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. Сегодня, да, с опозданием, но делаю расклад на следующую тему – Имболк. И как раз в этот день у нас был портал 02/02/2021. Хочу посмотреть, что ушло, что пришло, тем более уже больше недели энергии как бы в оборотах своих. Ну, короче говоря, смотрим вот такую тематику. Определяйтесь с вашим вариантом. Земля, огонь, воздух, вода. А я пока буду делать выкладку на Таро. И скорее всего, что промотаю эти моменты. Вот так. А может быть и нет, если захочется что-то ляпнуть вам. Вопрос здесь выбора, либо что-то с любовной сферой, с любовной тематикой связано. Какие-то деструктивные магические программы были, тяжело из них вы выходили. Колоду это я сама печатала, то есть Таро плотное сами по себе, поэтому и вот так вот корявенько получается их тасовать немножко. Так, вот что-то должна я увидеть, а что я не могу пока понять. Что там вам хотят передать? Ну, смотрите, здесь какое-то вознаграждение идет, но смотрите, не разбазарьте это вознаграждение под впечатлением какого-то импульса. В творчестве будете самовыражаться, общение у вас будет. По этой колоде здесь вообще счастье, изобилие, победа.
Огнем на новолуние еще поработать вам надо. И гранат в дары принести. Кстати, если встретите муху в новолуние, да, хлеб, гранат, знаете, и хлеб, чтобы круглый был. Короче, муху, вот что-то с мухами связано. Смотрите. Или убиваете ее, но нужно своим атамам это делать. И при этом заклинание читаете. Вот что-то на силу свою и быстро произносите это. Что-то такое мне идет. В общем, кто сделает, отпишитесь мне. Встретится ли вам новолуние? Это смотри, карты выпадают. Лицемерие карта. Что-то с лицемерием связано. Через время, подождите, удача будет у вас. Итак. Четыре варианта. И теперь будем определяться. Огонь сюда. Вода сюда. Это сюда, а воздух сюда. Так, я думаю, вы определились с вашим вариантом. Начинать буду с воздуха. Итак, стихия воздух. Что там портал 202 вам дает? Здесь, смотрите, по справедливости с домом вопросы связаны. У вас исцеление идет. Что там в доме, глядите сами. Здесь, знаете, вы как... Опять же таки, вы по справедливости приходите к внутреннему балансу выбора среднего вашего пути. Вы на данный момент вот достигли внутреннего покоя. У вас есть энергия на творчество сейчас. Пользуйтесь этим моментом. Адаптируйтесь к новым энергиям, как будто. Знаете, здесь что? Здесь что-то с домом, воспоминания о прошлом, ностальгия была, сидели в ней. Возможно, избавились. Почему? Потому что здесь сразу идет как пробуждение ваших внутренних глубин, чувств ваших, да. Вы спокойны, интуиция ваша, ну, как бы вас не подводит. Вы можете поддержать, проявить сострадание и чувствуете эмоции других людей. То есть вот тут исцеление сердечной чакры идет. Здесь что-то вопрос в доме с прошлым был связан, и вас как-то это не покидало, и эта ситуация исцелилась в этот портал. Ага, ну здесь за пределами дома кто-то из вас работал, приговор недоброжелателям выписывал.
Вот, и получали вы какие-то знания, видать, кому-то обраты послали. Возможно, вы здесь чистились с обратами, да, вот этого деструктива. Так что, стихия воздуха, я здесь ничего по вам не хочу добавлять. Здесь все четко и лаконично. Привели себя в порядок внутренний, почистились от навязчивых воспоминаний о прошлом, прокачали сердечную чакру. Ну, короче говоря, все по полочкам сделали, и молодцы. Вот, больше нечего сказать. Затягивать я с вами не буду. Если хорошо, то хорошо. Тем более, вот нравится мне. Вот так вот. Сейчас стихия воздуха. Ой, стихия воды. Посмотрите и стихию воздуха. Раз уж у меня так пошло, опять я на вас обзываюсь другой стихией, поглядите. Так, стихия воды, я вас приветствую. Тут по несправедливости... Здесь что-то в коллективе, 3 человека, может быть, и треугольники могут быть. Но смотрите, здесь какая-то несправедливость, компания из 3 человек, вроде бы радость, вроде бы все хорошо, но кто-то оголил и ваши чувства, и свои, понимаете? Здесь как бы... Сейчас давайте посмотрю дальше, что у вас здесь. Здесь что-то с компанией людей связано, понимаете? Здесь что-то как-то... Смотрите, вы здесь к кому-то нормально относились, какими-то планами с этими людьми делились, да, эмоционально отдавались. Общность, праздник, понимаете? Возможно, посиделки в доме, в кафе, частые встречи. Что вам здесь... Здесь я поняла. Смотрите внимательно за вашим окружением и с кем вы делитесь информацией, тем более своими планами на будущее, понимаете? Делитесь теми проектами, которые приведут вас к росту, к успеху. Здесь один из вот этой тройки игроков, вы в этой тройке, делал ритуал из-за жадности на вас. И знаете, вроде как это, ну, если знакомые, то давние знакомые. И выпадает 2 короля, 2 мужчины. Но это могут быть и женщины, но на мужских энергиях. У меня всегда так проигрывается. Одна более стабильная, другая более кубковая, эмоциональная, либо стихия воды, а другая в себе сочетает все стихии. Она как император. То есть, знаете, такая вот основательная. Или же это действительно 2 мужчины, и кто-то из них на вас ритуалы делает из-за жадности. Что за ритуал? Плохой ритуал. Что вам еще сказать? Да, здесь группа людей против вас поднимают деструктивные программы и сюжетные линии из вашего рода. О чем это говорит? Порчи, проклятия, вот как-то так оно ложиться может. Здесь групповая работа по вам, ребят. Здесь нужно быть вам осторожными вот в плане того, с кем, чем вы делитесь, и себя обезопасить надо, ребят. Надо обезопасить. Слишком вы этих людей опекаете, а это для вас отрава.
знаете, в чем отрава? Вы слишком много их проблем берете на себя. Стихия воздуха. Давайте-ка еще посмотрю, что вам надо делать. Вот эту колоду хочется взять. Что вам нужно делать в этой ситуации? Во-первых, с духом огня, саламандрой поработать, огнем поработать. Вам нужен свежий взгляд. Творческая искра пойдет. Пойдете следом за своей музой. Да? Исследования будут себя, нового проекта. Открытие, энтузиазм какой-то будет у вас, понимаете? Здесь вам за мечтой нужно следовать, но это не говорит о том, чтобы вы, знаете как, не следили за тем, с кем вы этими планами делитесь. Вы слишком доверяете кому-то, вы сердечно к кому-то относитесь, понимаете? Эти люди, они несправедливо поступают. Вам по карме нужно счищать с себя проклятия, чистки. Здесь чистки через кладбище однозначно должны быть, либо через темные апостаси и тому подобное. В общем, обращайтесь к практикам и ищите пути и выходы из сложившейся ситуации. У вас как-то вот так вот портал 202, но как есть, о чем вижу, о том и пою. Стихия огня. Я приветствую вас. Давайте посмотрим теперь, что у вас там с порталом открылось. Так, вот и влюбленные, которые выпадали, помните? Опять ёб. Так, стихия огня, смотрите. Во-первых, здесь сотрудничество с родом у вас, здесь воссоединение идет, и если где-то были перекрыты какие-то каналы, возможно, знаете, как по линии матери, допустим, да, или с женской половиной рода все отлично было, а вот с мужской были затыки, вот эти затыки ушли, все, вы воссоединились как будто со своим родом, да, здесь по мужской линии больше идет мне. Это раз. Кто-то из прошлого может к вам попытаться ворваться в вашу жизнь, может быть даже бывший, причем супруг, причем может быть официальный. Если нет, то долго прожили в браке вместе, но без оформления документов. Вот здесь как-то так идет. Смотрите, ребят. Если бывшие свои нюансы нехорошо, но здесь это не основная. Вот человек из прошлого это не основная. Скорее всего, что вы знаете, кто, что и как. Здесь знаете, что основной линией идет? Здесь высшие силы дают вам медленный рост, связь с вашим родом, который был заблокирован, понимаете? У вас еще была какая-то нерешительность, вы что-то не хотели брать знания, либо не хотели, не могли, не хотели, а не могли, был блок здесь. И, короче говоря, вы, скорее всего, здесь защиту себе хорошую поставили. Сейчас, если нет, ставьте. Но, скорее всего, что вы как-то вот, поняли, что вам нужна защита, вам как-то намекнули об этом однозначно. К вам вот вышли и сказали: привет, мы здесь, и двигаться пора. Напутствие. Что за напутствие? Через время оберег свой получите какой-то. Что за оберег?
Смотрите, здесь какие-то люди забирали, делали крадники, короче, забирали ваши ресурсы. Возможно, даже были периоды, в прямом смысле слова, нищеты у вас. Либо же это духовная была нищета. Может, деньги были, но недостаточно, понимаете? Вот было по минимуму, просто на еду. Вот, здесь это все закрывается, да, но еще что-то, вот карта прощения мне интересно. Может, вам кого-то простить надо? Здесь что-то высший суд, я поняла. Я поняла, смотрите, здесь вам нужно... Да, ребят, тут такие жесткие прям, ну не жесткие, а в этой колоде веретника есть, знаете, такие карты триггер, как я их, ну лично для меня называю, да. Вот здесь их много, очень много. Короче говоря, возможно, вы кого-то не могли простить, но здесь по высшему суду вашим недоброжелателям, вот скорее всего, благодаря вашей защите, вот то, что вы делали. Кстати, работы вы вели со стеклянными предметами, бутылка, банка, что-то вот, кувшин, если кувшин ну вот, может не совсем прозрачный, полупрозрачный, вот что-то, даже может быть непрозрачный, но это стекло. Вот. А здесь по высшему суду отомщение людям, которые надменно себя вели. Здесь расплата очень жесткая, люди будут в зависимостях. Вот они и перекрывали вам связь с родом, понимаете? И за это по высшему суду. Да, смотрите, они, короче, неупокоенных там, короче, себе забирали. Знаете, как они те дары, которые вам положено от рода, забрать не смогли, а через неупокоенных перекрыли вам связь с родом, а вы духовностью, видать, свою, ну, прокачать, да, откровение вам какое-то было. Вы как увидели и поняли, знаете, может во сне, что все, падение ваших врагов пришло. Кто-то может молитвы какие-то, но здесь не просто молитвы, здесь молитвы, заговоры и много работ. Исцеляетесь, вы просили исцеления, а вы исцеляетесь, короче говоря. Вот, закрывали вам, да. Если с кем-то из прошлого связано, и вы прям, вам, я вот даю 100%, вам пришел знак во сне, или каким-то образом вы узнали об определенных людях и ситуации, да, которые вот, вы даже знаете, кто это. И, короче, вы поняли, что все, теперь дороги открыты, все. Короче, здесь именно защита. Именно портал 202, вам какую-то вот защиту вы работали, видимо. Ну, здесь хорошо, здесь по стихии огня вы прям, ну, зажгли. Зажгли, ничего не скажу. Итак, стихия Земли, я вас приветствую. Давайте посмотрим, что у вас здесь. Портал 202 дал. Ух ты, здесь, ну здесь люди, которые... Вам дана... Так, давайте, это ну, явно для практиков. Вообще... Мой канал, вот больше он как-то для практиков идет, либо же для тех людей, которые ими могут быть, если захотят, конечно. Так, смотрите, вам дается сила, давайте я уже без предисловий, вам дается сила очень мощная для войны. Все. Если вы решали наказать кого-то, либо нейтралочку включить, наказать. Здесь чистка. Здесь были какие-то манипуляции в вашу сторону. Через общение вам не додавали вы. И теперь вам, короче, не отдали столько, сколько вы вложили.
кстати, этот человек зависит от мнения других. И да, деструктивщину на вас человек делал, обращался. И знаете, вот здесь вам дается сила, чтобы дать достойный отпор. Эти люди вам задолжали. Я уж не знаю, что и как, но вы вложили больше, чем было отдано вам. Во время общения, это любое общение может быть, от, там, знакомых до брака, да, когда вы в браке недополучали. Здесь обнуляются эти манипуляции. Сейчас еще эту карту уточню. И в полнолуние. Еще что-то вам в полнолуние нужно, возможно, знаете что? Чистку провести какую-то. Провести чистку. Либо вы ее в полнолуние проводили. Там же полнолуние, помните, до 2 февраля было, да? Если мне не изменяет память, это было 28 января было полнолуние. И вот что-то вы там вы чистились, вам дана вот эта вот сила на борьбу против вот этих ваших недоброкачественных людей из окружения. Вот что вам портал дал. Тут знаете как? Вот вы сделали что-то в полнолуние, а в портале 202, получается, вы как исцелились, вас как... У вас, знаете, какая-то вот порыв, импульс был. Вы сделали что-то и исцеляться начинаете. Но при этом вам дается вот эта вот сила. Сила от рода на борьбу. Так, карта венчания, уточню ее. Здесь падение ваших недоброжелателей. Вам дается сила. Падение ваших, вам дается сила для наказания ваших недоброжелателей. Вам в этом вопросе открыты дороги. Здесь идет... Смотрите, что с порталом у вас пришло. Защиты какие-то выстраивали вы себе. И они напоролись на ваши защиты. И, короче говоря, эти защиты ваши снесли ваших недоброжелателей. Просто в пух и прах. Ваши обереги, ваши защиты просто снесли их. Хотели на вас свои проблемы люди навесить, то есть перекид делали, короче, на вас. Вот. Атаки были, хотели, чтобы вы пожертвовали своими ресурсами, своими, не знаю, знаниями, способностями, деньгами, эмоциями, временем, понимаете, ради них. Здесь человек, который зависим от окружения, понимаете, от мнения окружающих. Возможно, вы знаете, кто это. Возможно, кто-то из семьи, да, этого вашего недоброжелателя, его как на пьедестал возносит. Смотрите, здесь вы за помощью обращались к какому-то практику. Этот человек вам подсказал, что нужно делать. В редких случаях могу сказать, что этим наставником являлся кто-то из вашего рода. Если вы знаете, что у вас очень хорошая и налаженная связь, тогда это оттуда могло прийти.
Ну, здесь опять же такие треугольники, здесь люди, которые вас предавали, хотели, чтобы вы болели, не могли никуда двигаться, скрывали свои умыслы искренние, на распутье вас выставляли, колдовством, кстати, колдовали против вас, хотели исцелиться, а получается, что исцеляетесь вы от этого колдовства, и от этого лицемерия. Через время ожидайте, они свою расплату какую-то еще получат, на них проклятие там полетят, нищета, кстати, будет. Ангелы-хранители, все защиты, короче, с них слетят. Ангелы-хранители отступят, никто, короче говоря, ваших недоброжелателей охранять уже не будет. А знаете, как их поломают? Они, короче, много о себе возомнили и думают, что добьются всего, чего хотят в этой жизни, а их обломят. Не будет у них благополучия, короче. Здесь карта предков, вот карта предки и высший суд. Все, здесь я уже закрываю расклад. Здесь, понимаете как? Здесь разочарование, привороты могли быть, закрывали вас. Не хотели, чтобы вы имели связь со своим родом, чтобы вы повышали свои вибрации и свои знания, в том числе и магические. Хотели, да, чтобы вы, короче, пошли не тем путем, но вы это все увидели, кстати, во снах вам пришло, либо вы интуитивно почувствовали это, на ментале, может, вообще увидели, как бы, поэтому здесь вы в своем учении, здесь люди, которые изучают этот мир, здесь эзотерики, практики, психологи, тарологи, здесь ведающие люди, давайте я вот так скажу, здесь ведающие. Вы известия получите о том, что жизнь ваших недоброжелателей отравлена, что они преданы, что они вот прям болезнь будет. Больше не будут надменными, все. Спесь с них собьют по полной программе. Волю поломают людям. Вот так вот. Вот здесь у вас какие-то новости по стихии Земли. Вот вы явно еще будете что-то получать. И здесь вам, знаете как, а давайте я, вот уточнить я все-таки хочу, да, вот я посмотрела, значит, на этой колоде и гляну. Хочу посмотреть, вот вам сила, да, вот эта воинствующая дана. А ну-ка, если воспользуетесь ею, и если нет. Знаете, что я вам хочу сказать? Только вам выбирать, воспользуетесь вы или нет этим. Что так, просто, ну, один путь, а так другой путь. Ничего глобального, знаете, вот нет. Один или второй, и все. Здесь вы мечетесь, здесь вы как боитесь, что ли, своей силой воспользоваться. Если не воспользуетесь, здесь вам нужно будет свои права отстаивать и защищать прям свой род, свои знания. Вот, слушайте, интересно так, а ну-ка я уточню еще по стихии Земли. Страх, допустим, пересилите и...
Ребят, не буду некоторые вопросы, извините, озвучивать, я просто уточняла. По стихии Земли, глядите, да, вы на перекрестке сейчас, вам нужно определиться. И пока вы сами не определитесь, вот, короче говоря, вам дана сила, вы колебаетесь, использовать ли ее. Пока вы колеблетесь, у вас прописываются абсолютно другие сценарии жизни, другое пространство, понимаете? Не такое качественное, как могло бы быть. А если вы не используете, то есть, знаете, там кого-то пожалеете или что-то вот в этом роде, показывает, что как бы хорошо-хорошо, а потом нападки на вас. И так будет идти до тех пор, вы должны будете отстаивать и свои знания, и свою связь с родом, свой достаток, изобилие, богатство до тех пор, пока вы без внутренних колебаний четко скажете: все, я на 100% беру вот эту вот силу мне данную и делаю то, что нужно сделать. Смотрите, кто практики, ребят, я надеюсь, вы поняли, о чем я говорю, потому что здесь очень серьезный выбор. Здесь прям так интересно, вот. Надеюсь, вы вот услышали то, что я хотела бы вам донести. Но, понимаете, я не могу сказать это в открытом доступе. Давайте я вам скажу так. Да, можно зеленый свет. Дают зеленый свет, потому что это урок, и если вы его сейчас не пройдете, вам потом придется проходить, знаете, вас в более жесткие условия будут ставить, дабы вывести вас все равно на то решение, которое вы сейчас боитесь принять. Вот так вот. Все, ребятки, на сегодня я с вами прощаюсь. Ставьте ваши лайки, дизлайки, пишите комментарии, делитесь моим видео, возможно, оно еще кому-то поможет. И делитесь вашими историями. Ну, а я с вами прощаюсь и желаю вам добра этого мира. Пока-пока.